Здравствуйте, друзья! Новый поход в лес. Уже август, практически самый конец. Пойдем в хороший лесок в Новгородской области сегодня. Вот первый мухоморчик, который нас встречает. О, какой симпатичный. Вот рядом с елочками вижу подберезовик. Сейчас от трассы подальше отойдем. Это только у самой дороги мы еще. Бруснички много в лесу. Ягоды продают, морожка, брусника. Здесь посмотрим, что за грибы. Это, наверное, сыроежка. Ну, крепкая. А это, наверное, поганки. Ну да. Вот грибок присоседился к деревцу. Масленочек. А вот красненький гриб мухомор, да? Ты про этот мухомор говорила? Натали, ты про этот мухомор говорила? Ну да, вроде мухомор. Угу. Ну, похож на подосин. Черники много. Черники тоже дофига. И брусники, и черники, все в ягодах. Здесь, конечно, ягоды пособирать хорошо. И голубика, и все здесь есть. Прям много. Грибов, конечно, немерено. Осталось только в этом море грибов найти хорошие грибы. Такой вот мох очень люблю, красивый. Вот, кстати, сыроежка. А рядом самый ядовитый гриб. Бледная поганка. Вот с такой вот внизу на ножке хренью, с юбочкой, которая может отвалиться со временем. Это смерть просто. Вот тут еще интересные поганки, какие-то рыжие с юбками. Я даже не знаю таких. Так, вот лисички. Вон там еще. Угу. Вот еще. Надо тут посмотреть повнимательнее. А вот и козленок. Или моховик. Что-то одно из этих двух. Козленок, моховик внизу коричневый. Со слизнем. Вот такой вот канавки растут в лесу. Для высоковольтных проводов. Вот какой-то мокренький грибок.
Ну, весь уже сожранный. А это у нас, наверное, подосиновик, может быть даже. Не, это этот желтый, с желтым низом. Тоже из этих, из маслят, наверное. Нет? Березовый. Ну какой подберезовик с желтым низом? Березовый. Еще один подберезовик. Ну, срезай. Желтая сыроежка зарылась. Ну, большая. Вот эти вот кругленькие на засолку хорошо. Вкусные очень. Они не рассыпаются так, как которые уже раскрытые, небольшие, которые. Сыроежки надо брать. Вот что значит хвойный лес. Тут лисичек уже много. Да, вот это вот лиса. Уже конкретная такая. Здесь, конечно, кто-то ходил. Вот, но лисицы вон в листьях остались. Давай-ка лисичек наберем. Давно не собирали их. Тут вот с этого места не уйти. Сейчас я пока не буду снимать, буду их искать. Их из-за листьев видно плоховасто. Вот это вот такие крепенькие, хорошие лисички. Здесь брусничник опять. И походу подберезовик. Угу. Ну да. Нормальный такой. Как обычно, во овраге непонятный гриб какой-то. Но что-то больно он меня заинтересовал. Наверное, какой-нибудь дождевик. Но пойду посмотрю все равно поближе. А не? Вполне даже себе приличный грибок. Маховичок. Вот это поганка. По поводу леса, тут почти народу-то быть не должно. Сел на бревнышко отдохнуть. У мухомора рядом. И вот, друзья, один хабарик, второй, третий, четвертый. Заметьте, все разные. Вот так вот. Это либо работяги так работают, которые лес валили,
Либо грибников все-таки дофига, и все на этот пенек ходят садиться. Вот грибов мало. А так от дороги километра 4 здесь получается. Ну, плюс-минус там метров 500. Такая просека интересная весьма. Красиво. Так, а это что, сыроежка или волнушка? Не, все же сыроежка. А так похоже на волнушку чем-то, на открытую. Поганки-то и те симпатичные. О, какие. Выглядят, главное, как настоящие издали. Тут поганки такие выглядят, как настоящие. Блин, лес такой интересный. Вот и первый белый супруга нашла. Какой красивый. Такой. Ножка такая хорошая. Да, настоящий белый. Это вот уже гриб серьезный. А вот и волнушечка настоящая. Красавица. Сыроежка. Темненькая такая. Такую сыроежку не буду брать, тем более она обгрызанная. А вот здесь вот что-то под листочками. Здесь, наверное, сыроежка хорошая должна быть. Не, тоже обожранная. Ну, хорошая, но кто-то ее съел. Опять лисички. Много мелких, большие тоже есть. Большие это вот такого вот плана. Вот. Ну так, не скажу, что прям их все засеяно, но пособирать можно. Все, друзья, подустал я. Все-таки после ковида не восстановился полностью физически, тяжеловато мне. Пойду я к дому. Хотел еще вам немного разных грибов показать, которые в Новгородской области растут, но пока не попадаются. Если что вижу интересного, сниму по дороге. Сейчас еще на Святой Источник зайду. Сниму для вас, как выглядит святой ручей освященный. Так что пока не выключайтесь. Ну вот, друзья, по дороге к Святому Источнику нашли реально большие подосиновики. Прям такие, как мечтал. Вот уж гриба нет. Всего лишь подберезовик, что ли. Сейчас посмотрим его на червивость. Вон второй такой же огромный гриб, подосиновик. Подосиновики, да. И маленьких здесь много. Вот еще огромный гриб. Ну, наверное, они все червивые, да. Но большие хотя бы грибы. Ну, прям, друзья, поляна переростков в папоротниках. И все, естественно, уже сожрано. Блин, как жалко. Смотрите, вон переросток. Вон огромнейший подосиновик. Ой, ну так, для очистки совести я его, конечно, переверну. Но нет. Все плохое. Но громадное. Вот такие грибы есть какие-то. Наверное, серушки. Вот, срезал, сейчас посмотрю. У них должно быть молоко. Ну да, вот срезал, молоко течет. Ну так, что-то... Может, горькушка даже обычно. Что-то мне не нравится.
Смотрите, какой интересный гриб. Как видна у него юбка вторая. Сорву. Какая такая юбка конкретная, да? Но это вот тоже, видите, какая ножка, поганка. Это масленок, судя по всему. Вот, кстати, горькушки, которые я очень люблю на засолку. Очень крепкие. В них очень много молока. Серого цвета. Почти как волнушки по качеству. Только их вымачивать надо. Вот часовенка. Святое местечко здесь. Там вон купальня. Можно искупаться. Такой вот крест. Там что-то написано. Это Казанской Божьей Матери, да. Святой источник Казанской Божьей Матери. Вот, собственно, сам источник. Сделан желоб специальный, чтобы воду было удобно набирать. Пока нет никого в купель, заглянем, а то нельзя вообще. Ну вот. Вот вниз, пожалуйста. Можно окунуться. Иконочки. Вот, друзья, здесь можно посидеть, отдохнуть с дороги. Ну, мы за грибами ходили, поэтому из леса вышли тоже отдохнуть, до воды вкусной попить. Вот, как тут все сделано. Вот такое вот место в лесу, недалеко от Валдая. На этом я с вами буду прощаться. У меня есть еще одно видео, где я съездил в Валдай. Посмотрите, там оно недолгое, но очень красивое место. Валдайское озеро. Видно с берега монастырь на противоположной стороне. Советую посмотреть. А это вот итог грибной прогулки. Пол корзины лисичек, ну и разных других грибов. Очень много червивых. Большие вы видели, все червивые. Так бы с одного гриба можно было все сварить, изготовить. Ну как-то так. Всем пока. Надо было святого источника набрать, наверное.